Я приветствую вас, дорогие гости и подписчики моего канала. У нас премьера. Мы в очень сложные и напряженные времена беседуем с Валерием Соловьем. Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Валерий Дмитриевич, начать я хочу с общего видения, вашего видения происходящего, потому что начало недели с тотальным обстрелом энергетического сектора Украины вот как бы открывает двери в новый этап войны. Я помню нашу прошлую встречу, вы предрекали нечто подобное, но не совсем вот так детализировано, но говорили, что начнется страшное и непоправимое. Треть энергосектора Украины сейчас, по данным Министерства профильного украинского, повреждено, и говорят, что дальше будет больше. Что происходит сейчас? Мотивы нанесения ударов по энергосектору Украины, они довольно очевидны. Я думаю, они хорошо понятны вам, Александр, и уважаемым зрителям. Первое – это месть за Акимост. И вторая причина – это попытка повлиять на украинское общественное мнение с тем, чтобы оно повлияло на президента Зеленского. Ну, повлияло в каком смысле, что, мол, пора замеряться. Я, правда, не очень верю в то, что сам Путин верит в то, что таким образом Россия способна повлиять на украинское общественное мнение. Если есть влияние, то, наверное, скорее, даже не наверное, а наверняка в прямо противоположную сторону. Ну и, естественно, Запад укрепляется в своем желании и намерении помогать Украине. Поэтому я бы все-таки оставил, наверное, как главный мотив – это первый – месть. Что касается дальнейшей динамики, мы понимаем, что речь идет об эскалации. И самое главное оружие эскалации еще, да, ну, кстати, если уж говорить об обстрелах, так называемых высокоточных ракет у Российской Федерации не так уж и много на самом деле осталось. Ими нельзя наносить удары с такой кучностью и в таком количестве. Поэтому, скорее всего, будут использоваться иранские дроны. Они будут использоваться постоянно. А что касается использования ракет, то распоряжения будут на сей счет давать лично президент. Потому что их не очень много. Но самое опасное впереди. Потому что по мере того, как будут выясняться, с моей точки зрения, и не только с моей, с точки зрения многих наблюдателей, самая очевидная вещь, что это не влияет на настроение украинцев. Это не влияет на политическую волю и решимость украинского руководства. Это не влияет на Запад. То встанет, если там Украина еще продолжит свое наступление, скажем, перейдет в активную фазу наступательных действий, то встанет вопрос рано или поздно о применении тактического ядерного оружия. Я хочу сказать, что он обсуждался уже на полном серьезе вечером, в ночь с воскресенья на понедельник. То есть совсем недавно, после атаки или диверсии на Крымском мосту, на Керченском, если быть точным, мосту. И эта возможность будет обсуждаться. Путин готов к этому. Удар куда планируется? Сейчас уже понятно, что может стать мишенями. Это мосты через Днепр. То есть это не просто демонстрация где-то там в стороне тактического ядерного оружия, проведение испытаний в Баренцевом море, мифической торпеды «Посейдон». Это нанесение ударов по мостам через Днепр с помощью тактического ядерного оружия и боеприпасов малой мощности. И, возможно, по каким-то военным объектам, пока еще не очень понятно по каким. Ну вот вечером в воскресенье часть членов Совета Безопасности, по крайней мере о двоих известно, я не буду называть их фамилии, но можно догадаться, кто это, они сказали, что они вообще-то против. Ну, Путину нельзя так категорично возражать, понимаете ли, так организована российская политическая система. Но можно сказать, что у вас очень серьезные сомнения. А поскольку он нуждается в единодушной поддержке этого решения, то он не то что отказался от идеи, он от нее не откажется совершенно точно. Он ее перенес. Есть два критерия, которые, с моей точки зрения, могут обусловить применение тактического ядерного оружия. Два эпизода. Первый – это успешное наступление украинских вооруженных сил на Херсон. И второе – это возможно, я считаю, это правда пока маловероятным, наступление на Крым. Наши комментаторы,
которые смотрят сейчас это видео, наверняка как бы шокированы и скажут, ну что же это вы такое говорите? Удар ядерным оружием по любому из мостов неминуемо приведет к заражению воды в Днепре. И это как бы невыгодно и самой Российской Федерации. Или все равно, карты напечатали, а там что будет, то и будет. Ну, послушайте, Владимира Владимировича это нисколько не беспокоит. Это все равно легче по последствиям, как ему кажется, чем осуществление взрыва в акватории Черного моря, где могли бы быть задеты радиационным поражением, даже если эти боеприпасы малой мощности, страны НАТО. И тогда они сказали, вступит в автоматически в действие 5-я статья НАТО. А что касается заботы российского президента о людях, так мы ее видим постоянно, вы тоже. Да, вполне емкий ответ. Валерий Дмитриевич, здесь ввиду вот происходящего нового эскалационного периода в противостоянии, конечно, мы не можем не обратить внимание на заявления представителей Запада. И заявления они, конечно, все в поддержку Украины. Конечно, сейчас рассматривается вопрос о том, что дать больше ПВО. Конечно, вышел Столтенберг и сказал, что победа России – это поражение НАТО. Так получается, что война все-таки идет с НАТО. Ну, конечно, НАТО – это один из участников. Но вы понимаете, одно дело поставлять вооружение, да, пусть первоклассное вооружение, оказывать консультационную помощь, передавать разведданные, готовить экипажи для использования там каких-то технических средств, даже готовить бойцов. И другое дело нести на себе всю тяжесть. Потому что тяжесть на себе же несут не только вооруженные силы Украины, несет все украинское общество. Ну, в общем и в целом все общество несет. Украина, конечно, огромная страна по европейским меркам, но задета она, как выяснилось, вот в результате последних обстрелов практически вся, в той или иной степени. Ну, за исключением, наверное, каких-то там небольших населенных пунктов, сел в Карпатах и тому подобное. Но люди же и оттуда тоже в армию идут. Поэтому вся Украина втянута так или иначе, и она участвует в этой схватке. Сейчас, когда в России идет мобилизация, я думаю, что мои соотечественники тоже острее начнут переживать и прочувствовать, что такое вовлеченность в вооруженную конфронтацию. Валерий Дмитриевич, тут Зеленский разразился предложением на собрании G7 миротворцев ввести на территорию Украины и поставить их на границе с Белоруссией. Вопрос Беларуси сейчас тоже достаточно остро стоит из-за создания вот этого контингента общего белорусско-российского войскового и передачи Лукашенко Путину ряда вооружений, формы, амуниции и всего прочего. К чему все идет? Насколько высоки планы и высока вероятность планов вторжения на севере Украины? Я считаю, что все-таки вероятность этого вторжения крайне низка. Лукашенко сделает все возможное и невозможное для того, чтобы, собственно, с белорусской территории сухопутные войска на территорию Украины не зашли. Да, могут наноситься какие-то удары, может быть наведение на цели, могут взлетать самолеты, но участие белорусской армии и начало нового наступления, открытие нового фронта он не хочет позволить Путину. Поэтому он передает ему форму для мобилизованных, он передает какое-то сохранившееся на складах советское вооружение, в чем Россия испытывает нехватку. Но дальше нет. Тем паче, что Лукашенко ведет, он возобновил снова консультации с рядом западных правительств. Я не знаю, ведутся ли они напрямую или через Ватикан, как это было раньше. Вот как раз эти консультации касаются будущего Лукашенко и каких-то гарантий безопасности. Как вы прекрасно понимаете, вовлечение его непосредственное в конфронтацию резко снижает шансы не просто на продолжение консультаций, но и на получение каких-либо гарантий. А думает он, конечно, о себе в первую очередь. И сделает еще раз все возможное и невозможное для того, чтобы Беларусь напрямую в конфронтацию не вовлеклась. А Путину Лукашенко нужен? Да, конечно, Путин готов бросить любой резерв. Любой резерв. Но
вот Лукашенко всегда высказывал из дружеских объятий. Сколько раз Владимир Владимирович пытался его в этих объятиях задушить. А Лукашенко, как какой-то гений дзюдо, ну буквально между ног проскальзывал. Вот удивительный талант, согласитесь, Александр. Ну И да. при этом постоянно получает кредиты и постоянно спекулирует на братстве, и что мы там щит против НАТО. И та группировка, которую вы сказали, объединенная, я понимаю, что ее легко перебросить. Но эта группировка на западных границах. То есть формально она ориентирована против Литвы и Польши. Вот, а не против Украины. Да, понятно. Валерий Дмитриевич, очень важный вопрос дальнейших планов нового руководства. Суровикина назначили вот буквально в день взрыва на Крымском мосту. Мы поговорим немного далее об ФСБ и тех картинок и тех, скажем так, расследованиях, итогах, которые предоставила ФСБ. Но начнем с Суровикина. Очень уж, говорят, удовлетворил вот этот указ, да, вот это назначение господина Пригожина, который слишком уж был рьян в критике военных. Что это меняет в этом конфликте и противостоянии внутри системы? Пока не очень понятно, что это изменит. Я хочу сказать, что Суровикин, может, и имеет хорошие отношения с Пригожиным, исходя из общего сирийского прошлого, где, собственно, ЧВК Вагнера впервые так отметился, заметно отметился, и где Суровикин командовал российской группировкой и проявил заметную тоже брутальность. Но в профессиональных кругах Суровикина, мягко говоря, недолюбливают, я бы сказал, даже его презирают. Речь идет о всех военных, более или менее статусных и обладающих хотя бы остатками какой-то морали. Они его не просто недолюбливают, они его глубоко презирают. Это первое. Второе. Я очень сомневаюсь, что Евгений Викторович Пригожин мог оказать влияние на назначение Суровикина. Ну, не тот у него масштаб влияния. Ну, я сразу буду парировать и вот эту информацию предоставлять о том, что он уже там расставляет губернаторов в Санкт-Петербурге, говорит о новых выборах. Он повышает действительно свой политический статус, он ощущает себя политической фигурой, но это все ориентировано в будущее, а не скорее не в настоящем. Решение Путин принимает сам. И третье, может быть, самое важное. Конечно, Путин может надеяться, что этот генерал, как его на Западе прозвали, генерал Армагеддон, в состоянии оказать воздействие на ход операции. Я в этом очень сомневаюсь. И военные тоже очень сомневаются. Но здесь есть тот аспект, о котором не говорят, или пока не говорят. Нужен же козел отпущения за провал. Понимаете, до этого операции непосредственно руководил Верховный Главнокомандующий. Ну, не постоянно, но, по крайней мере, временами. Он принимал оперативные и тактические решения. Поскольку становится все более очевидно, что операция идет совершенно не так, как предполагалось первоначально, как предполагалось на втором этапе, что Украина еще не овладела стратегическим преимуществом, не перехватила стратегическую инициативу, но она совершенно очевидно движется по этому пути, у нее очень хорошие шансы. Кто-то должен за все это ответить. А Путин обладает редкостным талантом, наверное, как и любой человек, выросший в нашем советском и постсоветском пространстве, это спихивать ответственность и вину на кого-то другого. Вы же понимаете, это у победы много отцов, поражение всегда сирота. А вот сейчас у поражения найдется тоже отец. Вот Суровикину, возможно, предстоит сыграть эту роль. По крайней мере, многие люди, ну их на самом деле число невелико, но те, кто понимает в кухне Кремля, они именно так это и оценивают. То есть, когда говорит Путин о том, что он принял предложение Минобороны бомбить в час пик по городам, когда люди едут на работу с утра, вот в понедельник, то это, наверное, перекладывание ответственности в том числе и на Суровикина. Естественно, я хочу сказать, что такого рода решения принимает лично Верховный Главнокомандующий, лично.
Это только президент. Что касается того, кому принадлежит идея подобная, я не знаю. Ну, это я так говорю, для отвода глаз. Конечно, мы знаем, кому эта идея принадлежит. Что касается того, куда попадают сверхточные русские ракеты, ну, есть официальная позиция России, что они бьют по военным целям, бьют по коммуникационным узлам. Куда они на самом деле попадают, мы тоже видим. Ну, ракет этих, еще раз повторю, их не очень много, поэтому, скорее всего, перейдут на использование уже завтра-послезавтра преимущественно иранских беспилотников «Шахед». Да, Валерий Дмитриевич, шахиды, говорят, пришли еще и вместе с иранскими инструкторами. Что-то известно об этом? Мне лично неизвестно, но я полагаю, что это более чем вероятно, поскольку первые партии дронов, которые получили российские вооруженные силы, сопровождались инструкциями на фарси. Я понимаю, что наши офицеры очень образованы, ну, все-таки военный институт языков, там это сейчас университет Министерства обороны, там есть специалисты по всем языкам, поверьте. Но все-таки знающих фарси не так много. Даже не на английском, на фарси. Поэтому, конечно, И пришлось вот методом тыка осваивать эту, наверное, не очень изощренную, но все-таки новую технику. Поэтому, наверное, какие-то инструкторы бы не помешали. Валерий Дмитриевич, ФСБ демонстрирует картинки, фуры, рентген-снимки, маршруты, компании зарегистрированы, там вот в Закарпатье одна из них, фигурантов, объявляет о том, что 5 человек задержано по взрыву на Керченском мосту. Вы знаете, вот это все, конечно, в догонку с там, предотвращенными терактами с ПЗРК «Игла» возле Брянска и возле Москвы, это, конечно, демонстрация вот такой деятельности, бурной работы спецслужб, игра на внутреннюю публику, мол, смотрите, проклятые террористы украинцы, а мы вот работаем. Это все понятно. Но тут есть одна деталь. Если так вчитываться в вообще движение этой взрывчатки, ну, по версии ФСБ именно она стала разрушительной для моста, то она, вот по их мнению, выехала из Одессы в Болгарию, то есть по вот этому зерновому коридору, морем. Это ли не прямое указание, что Россия, ну, как бы выйдет из зерновой сделки? Не уверен, что Россия будет выходить сейчас из зерновой сделки, потому что она использует, мне кажется, другое сейчас оружие, энергетическое. И оно более эффективно, более действенно, ну, по крайней мере, для Европы. Поэтому вряд ли. Что касается истории с диверсией на Крымском мосту, здесь будет много самых различных версий и доказательств изощренных того, кто этому причастен, а кто не причастен. Ну, я бы сказал, время в свое время покажет, но мне кажется, нет ничего удивительного в том, что диверсия против Крымского моста, Керченского моста была произведена. Ну, ничего в этом удивительного нет. Другое дело, что она не вполне достигла своих целей, или точнее, она достигла символическую цель. Да? Потому что для Путина этот мост очень важен, лично важен. Это одно из немногих достижений его власти, его длительного правления. Это возвращение, как он называет, Крыма в родную гавань, и вот Керченский мост. В стратегическом отношении диверсия оказалась не очень успешной, поскольку снабжение Крыма не прервано, и, соответственно, там группировка, находящаяся в Херсонской области, тоже будет продолжать снабжение. Может быть, не в тех темпах и количествах, в которых она нуждается в снабжении, но, тем не менее, стратегическая цель не достигнута. И еще, вы знаете, здесь есть такой любопытный нюанс. Дело в том, что ведь Украина официально не заявляла, насколько я знаю, о том, что она рассматривает Керченский мост как военную цель. Ну, как вам сказать, спикеры заявляли. Нет. Официальных заявлений, исходящих там, по-моему, от представителей Министерства обороны, или были, я не знаю. Нет, были многочисленные высказывания да? там Данилова, секретаря СНБО. Хорошо. Просто здесь очень встает вопрос там о классификации этого происшествия. Ну и опять же, сейчас украинцы не берут на себя ответственность, насколько я знаю, за эту диверсию. Или как BBC это называет, акт саботажа. Но все-таки
Буданова уже, ну, собственно, поместили в Да, я различные мемы. Скажите, страшная фигура для российской публики Буданов? Почти как Ярош когда-то с визитками? А, Я не уверен, потому что я не встречал до этого, сказать, какой-то мифологии, связанной с его личностью. Он несколько раз упоминался, но я бы сказал, в контексте там более или менее серьезных новостей. Сейчас может произойти его мифологизация, что вот есть такой, значит, там ярый сторонник бандеровцев, там представитель украинского национализма, террорист и прочее, прочее, прочее. Те люди, которые его знают, мне отзывались о нем как о довольно профессиональном офицере. Ну что в России есть люди, которые его знают, безусловно, как и в Украине есть люди, которые неплохо знают Валерия Герасимова, начальника Генштаба и кого-то из российских военных. Вот о Буданове отзывались, причем я подчеркну, что отзывались не военные, собственно, отзывались разведчики. Профессионалы, да, с российской стороны, они отзывались о нем как о хорошем профессионале. Это все, что я о нем могу сказать. А дальше уже зависит от российской пропаганды. Ну, надо, она превратит и Буданова в исчадие ада, и кого угодно. Может таковым сделать. Валерий Дмитриевич, что касается, ну, вот одного из интервью и вот вышеупомянутого Буданова, он сказал, что придет время и, конечно, мы там узнаем или покажем, или будем иметь представление о том, сколько людей, работающих на Украину, вот там, на самом-самом верху. Как вы относитесь к этой теме кротов, украинских кротов в кремлевских стенах? У меня все-таки есть изрядные сомнения в этом. Я понимаю смысл и цель этого утверждения, ну, посеять недоверие, да. Могу вот привести там пример недавний, когда со ссылкой на как раз Главное управление разведки распространилась широко информация о чуть ли не военном перевороте, происходящем в Москве. Хотя ничего даже близко похожего не было. Ну вот даже близко, я это очень хорошо знаю. Ну так или иначе, эта информация прошла успешно, особенно на Западе. В Москве реакции это никакой не вызвало. Вот я думаю, что это заявление Буданова из этой части. Но что реально, что у западных спецслужб, у американцев, у британцев есть, конечно, свои агенты. Они совершенно точно есть, они, видимо, на самом верху. И более того, я не исключаю, что сейчас многие бы люди охотно бы приняли вербовочные предложения или бы даже предложили свои услуги, поскольку они понимают, что путинская эпоха заканчивается, и заканчивается она кроваво и грязно, и что надо искать себе место в будущем. И если вы договариваетесь о сотрудничестве с какой-то спецслужбой, ну, перечень спецслужб этих не так велик, вы прекрасно понимаете, то вы можете получить гарантии, это очень важно, безопасности в будущем. Да, это действительно очень интересная тема. Мы, может быть, к ней еще вернемся. Но все-таки я бы хотел на полшага назад к энергетическому оружию Российской Федерации посвятить несколько минут нашего с вами общения этой теме. Путин, лично выступая, заявил о международном терроризме взрыва ниток Северного потока 1 и 2. Миллер вышел, сказал, что города Европы замерзнут, а там запускать или там ремонтировать, да, вот эти потоки, потому что турбины не работают, смысла нет. И Путин тоже как бы вот направит этот газ туда, в сторону турецкого потока. Что происходит и удалось ли Путину поднять ставки на максимум в этом энергетическом вопросе спецоперации «Ледяная зима»? Ну, происходит то, что и происходило, и то, чего вообще-то НАТО и Европейский Союз ожидали. Они знали, что к этому придет, они к этому готовились. Они дали понять не публично, что ну, взрывы на газопроводах Северный поток-1, Северный-2 – это одна история, а вот если будут взорваны, собственно, западные газопроводы, и будут взорваны системы коммуникаций, часть которых тоже проходит под водой, они тогда сочтут необходимым использовать 5-ю статью НАТО. Опубличивать результаты расследования они не будут.
они не будут, чтобы не заводить дело в тупик. Вы прекрасно понимаете, потому что если опубликовать некоторые данные, то тем самым можно создать патовую ситуацию, что для Евросоюза тоже, в общем, не очень выгодно. Не Поэтому они понимаем. к этому... Расшифруйте, Да, я пожалуйста. объясню, потому что представьте себе, вы предъявляете доказательства причастности той или иной стороны или той или иной спецслужбы к диверсии. После этого вы должны, сказав А, вы должны сказать Б. А говорить Б вам не очень хочется, потому что, а вдруг у этой страны есть ядерное оружие? Ну, мы сейчас с вами рассуждаем так теоретически, вы понимаете, да? И вот что, и, кстати, это их очень беспокоит. Они очень боятся использования ядерного оружия, о котором мы с вами уже говорили. Потому что здесь риски гораздо выше, чем риски энергетического оружия. Это уже в прямом смысле слова вопрос жизни и смерти миллионов, может быть, даже десятков миллионов людей. Что касается холодной зимы, да, она будет тяжелой. Но нет никаких сомнений в том, что Европа не замерзнет. Хотя у нее будут проблемы. Но стратегически Россия только от этого проиграет. Потому что если даже в самые худшие времена холодной войны Советский Союз не прибегал к энергетическому шантажу, он всегда оставался надежным поставщиком, то теперь по Западу понятно, Европе в первую очередь, которая была главным потребителем российского газа, что нельзя с русскими договариваться всерьез и надолго. Они могут обмануть, они могут нарушить собственные же обещания. Поэтому стратегически это контрпродуктивно. А что касается ситуативного выигрыша, да его не будет. Не видно никаких поползновений к тому, чтобы Европа сейчас стала давить на Украину. Есть поползновение, точнее не поползновение, а движение в прямо противоположном направлении. Возможно, если бы Россия могла поддерживать такой высокий уровень давления на протяжении нескольких лет, скажем, там 2-3 года, то это бы принесло желательный эффект. У России все еще надеется, что там проблемы с энергетикой вызовут социальные проблемы вызовут давление на правительство западных стран. Но что-то у меня серьезные сомнения, очень серьезные сомнения в том, что это произойдет. На чем они основаны? На терпении европейских народов? На понимании того, что происходит, им объясняют, и на социологии. Да, конечно бы они предпочли, чтобы все вернулось к статус-кво-анте, по крайней мере, их снабжение. Но есть ощущение, что элиты понимают, не все, кстати, скажу, стран, часть европейских стран предпочла бы договориться сейчас, договориться за счет Украины, при участии Украины, за ее счет, безусловно. И мы даже знаем, какие это страны. Видите, в Италии пришли к власти правые, а они совсем не склонны договариваться с Путиным. Хотя всегда считалось, что правые – это сторонники компромисса. И вообще отношение правых к Путину изменилось в худшую для него сторону, европейских правых. Так или иначе, элиты понимают, что стоит на кону. И хотя, еще раз, многим все это не нравится, продолжение этой конфронтации, они были бы готовы, пока есть Соединенные Штаты, пока есть Великобритания, в первую очередь Соединенные Штаты, а сдать назад не удается. Ветер в Соединенных Штатах может измениться? У нас в Одессе горсовет, местный совет городской, публиковал билборды с изображением разных людей, которые помогают Украине, и там был изображен Илон Маск. Но прошла информация, что ее, кстати, один из американских политологов распространил, Бремер, кажется. Ян Бремер. Да, о том, что перед тем, как написать эти твиты с голосованиями по украинской проблематике, общался Маск лично с Путиным. Что вы об этом думаете, есть ли такая информация? И если общался, то, соответственно, что ему Путин такого сказал? Или предложил, что эти твиты, наделавшие много шуму, все-таки появились? Это очень интересный вопрос. Насколько я знаю, сам Илон Маск еще не подтвердил факта общения с Путиным.
Это заявление Яна Бремера, которое сейчас широко обсуждается. Это первое. Второе. Я первоначально думал, что Маск, он вообще склонен к таким эпатирующим, экстравагантным заявлениям, и вообще есть такая известная психическая деформация, психологическая, что человек, добившийся успеха в одном, значительного успеха, он себя считает гением или человеком, способным развязать конфликты и противоречия в других областях. Это естественное человеческое заблуждение, которое на жаргон, у нас, так сказать, есть такое жаргонное выражение, крутизна глаза замылил. То есть крутизна может замылить глаза. Третье, если этот разговор действительно состоялся, я думаю, что Путин, кстати, превосходный вербовщик. Превосходный. Он в состоянии влиять на людей. Я думаю, что он мог очень просто польстить Маску, а там польстил этот разговор, и объяснил бы ему, как выглядит ситуация с его точки зрения. Что вот она выглядит так-то, что на кону вопросы жизни и смерти там, десятков миллионов людей, и что Маск, как человек, которому прислушивается общественное мнение, мог бы способствовать делу мира. Согласитесь, Александр, чем вы дальше находитесь от Украины, от России, тем проще вам решать эти вопросы. Это да. И говорит, вы начинаете призывать людей к гуманизму, к рациональности, к тому, к сему, поскольку вы не вовлечены в конфликт, вы эмоционально не ангажированы. Ни эмоционально, ни ценностно, ни культурно. Очень просто. Есть такая замечательная русская поговорка: «Чужое горе разведу руками». И мы с этим постоянно с вами сталкиваемся. Не думаю, что это как-то повлияет, и что это как-то повлияло на отношения западных правительств, по крайней мере, тех ключевых стран, ключевых с точки зрения поддержки Украины. Маск в продолжении разговора нечто подобное вычудил и в отношении Тайваня, за что получил благодарность Компартии Китая за то, что, собственно, правильно все рассудил, предложив там войти в состав Китая на правах Гонконга, такой провинции. Это действительно тоже вызвало большой вопрос, и, наверное, такие политические амбиции сразу пришило к Маску, и приверженность к Трампу, который тоже за немедленные переговоры между Россией и Украиной. Вообще, эта тема переговоров достаточно широко обсуждается сейчас в момент эскалации. Да, это понятно. Она не может не обсуждаться. Я думаю, что Россия здесь активно способствует тому, чтобы эта тема стала обсуждаться. Другое дело, если реальная готовность идти на переговоры, и каковы исходные позиции сторон. Исходные позиции сторон не монтируются ни в малейшей степени. Вот ни в малейшей степени. И они не монтируются и публично, они не монтируются и закулисно. Это первое. Второе. Если до начала сентября Россия поддерживала консультации с американцами по линии Совбеза, как раз, естественно, обсуждая будущее Украины, российско-украинских отношений, и из тех консультаций, которые проводили, следовало, что Россия готова пойти на далеко идущие уступки. Но это были не публичные консультации, и я думаю, что американцы относились к большой резервации. Да? Пока вот вы сейчас ведете, вы можете сказать все, что угодно. А что вы реально сделаете, к чему вы реально готовы? Да? Реально пока что Россия к таким уступкам, с моей точки зрения, не готова. Мы даже это видим. Путин еще не использовал два инструмента. Первый инструмент – это посылка мобилизованных массово на фронт и начало уже российского контрнаступления. Он требует, чтобы оно началось в ноябре. Он требует просто от своих генералов. То есть, чтобы там через 2 недели началось контрнаступление, которое принесло бы результаты. Чтобы отбить у Украины обратно вот те территории, которые Россия уже считала там формально своими, провозгласила формально своими, и которые она потеряла, как минимум. И второй аргумент, второй инструмент, это последний довод королей, это ядерное оружие. Пока Путин не испробует обе эти возможности, менять отношение к мирному процессу он не будет. Он сейчас говорит, конечно, мы готовы идти на мир, но на наших условиях. Какие наши, то есть кремлевские условия, мы это хорошо знаем. Украина на это категорически не готова, и не менее важно, что на это не готовы пойти американцы и британцы. И новая Европа тоже. Турция как выглядит в этом пасьянсе? Потому что встреча Эрдогана и Путина
вот в этот период, наверное, должна быть знаковой. Да нет, совсем не обязательно. Это выгодно Эрдогану. Он может подавать себя как такую крупную, влиятельную международную фигуру, посредника. Он там будет говорить с Зеленским, будет говорить с Путиным, передавать друг от друга сообщения. Это немножко похоже на анекдот, помните, о еврейской челночной дипломатии. Вот. Ну, это значит турецкая челночная дипломатия будет. Но пока у сторон нет желания, нет готовности. Еще раз повторю, позиции очень расходятся. Очень расходятся. И вот в тех консультациях, о которых я говорил, там речь шла об очень больших уступках. Но дело в том, что, понимаете, у Путина есть такая странная черта психологическая. Он отрезает очень часто для себя пути, отходные и обходные. Потому что ему советовали не спешить с формальным признанием новых территорий. Кстати, как ему советовали в свое время не спешить с принятием Крыма в состав Российской Федерации. Если вы помните ту историю, первоначально предполагалось, что Крым станет независимым, ну, квази-независимым государством, находящимся в союзнических отношениях с Российской Федерацией. Это бы оставило гораздо больше пространства для маневра, даже сейчас. Но то же самое относится и к так называемым новым территориям. Ему говорили, что не надо. Но, как говорят злые, правда, весьма осведомленные языки, у Владимира Владимировича сейчас странная решимость из всех решений принимать самое плохое. Да, это мы заметили, особенно в начале недели. Но я хочу продолжить вот эту историю с Путиным. Как-то вот сдал Владимир Владимирович Путин. Последнее видео с его выступлением, ну, последнее то, которое вот предварило наш разговор, это выступление на там энергетическом форуме. А вот, недели, да. Да, а вот днем ранее, ну, очень или как-то неудачно, собственно, его показали, но очень постарел Путин сразу после своего дня рождения. Ну, вообще он просто очень постарел, и он быстро теряет свою витальную силу. Это связано с его болезнями, у него очень тяжелые болезни, со стрессом, постоянный сильный фоновый стресс, и со всеми этими обстоятельствами, которые его окружают. Другое дело, что на время его можно привести в порядок. Это делают не только гримеры, это совсем не ботокс, это делают гримеры, ну и главное препараты, то есть там на несколько часов его можно привести в форму. Но при этом он всегда должен иметь возможность, ему обеспечивать, подать сигнал тревоги, чтобы срочно прекратить какое-то мероприятие, совещание. Это, кстати, одна из главных причин, по которой он предпочитает дистанционный формат. Потому что, как опять же говорилось в анекдоте, легче откосить. Вот тогда. Да и не очень видно, ты не ходишь там, но видно, что у тебя что-то с правой стороной. Кстати, проблема его с правой стороной, как сейчас стало известно, это результат целенаправленного воздействия. Чьего? Какого? Его недоброжелателей, в прямом смысле слова. Целенаправленного воздействия через часы, которые он носил на правой руке. Угу. Речь идет об... О подарке. Ему был сделан подарок, который перед этим, кажется, ну, это все еще, знаете, надлежит проверке, хотя источник в высшей степени надежный, но это, знаете, такое средневековье, часы, которые подверглись специальной обработке. Вы знаете, мы с вами в прошлый раз беседовали о подарках на юбилей Путина, вот на вот этот день, 7 октября. Есть ли сейчас у вас, ну, какие-то данные, информация, кроме, конечно, взрыва на Крымском мосту, какие подарки получил Путин? Нет, я не знаю. Ну, а обычно эти подарки однообразные. Но дело в том, что касается однообразия. Спиртное, какое бы оно ни было, пусть там хоть 100-летние выдержки, отдается Федеральной службе охраны. То есть он его не потребляет. Еда, самая деликатесная, редкая, то же самое. Поэтому всегда ему дарят картины. Очень много картин. Но, говорят, самые оригинальные подарки, которые ему нравятся, ему делает Юрий Валентинович Ковальчук. Именно оригинальные. Я о некоторых слышал, о некоторых даже писалось.
Да, они, видимо, заслуживают того, чтобы Путин относился к этим подаркам симпатии, там, размещал их там, где они ему доступны. То есть некоторые подарки даже оказались на рабочем столе президента. Об остальных не знаю. Я не знаю, что ему в этот раз Ковальчук подарил, но мы узнаем, это станет известно. Все подарки все равно же проверяются. Должно пройти время. Проверяется как раз на предмет посторонних влияний, вмешательства, потенциальной опасности. Тогда как объяснить, что подаренные часы сотворили с правой стороны Путина? Я думаю, что это вопрос к тем людям, или точнее к организации, которая это организовала. Организации. Да, это очень интересно. Очень интересно ввиду вышеупомянутых вами сообщений, которые, понятно, были вбросом, но всем же хочется, да, все же думают о том, что дыма без огня не бывает. О каком-либо устранении Владимира Путина, есть ли на это какой-то, ну, скажем так, какая-то перспектива, какой-то расчет? В настоящее время совершенно точно нет. Он очень надежно защищен, несмотря на то, о чем я сказал, да, ну, значит, там появится новая степень защиты, он очень надежно защищен, и пока что он контролирует ситуацию. Да, Я имею в виду ситуацию в элите, это очень важно понимать. Что касается, скажем так, вот прозвучала мысль, и даже на моем канале она звучала, что касается 2024 года и перспектив Путина к этому году вот переизбраться. Говорят, что есть кандидат Прилепин, который будет абсолютно провластный и должен с гордостью, собственно, встретиться с ним во втором туре или там, во втором туре и проиграть ему гордо. Ну вот так далеко заходят планы Владимира Путина? Нет, Александр, планы вообще так далеко не заходят. Говорить о 2024 году, это сейчас все равно, что провозглашать строительство коммунизма, как это было в свое время в советской пропаганде. Здесь и на месяц-то они ничего запланировать уже не могут. Точнее, они пытаются, но динамика, видите, какая разрушительная, откровенно деструктивная. И динамика будет ускоряться. Поэтому нет, никакого 2024 года с таким вот запланированным процессом не будет. То, что запланировано, это досрочные выборы на 2023 год, на следующий. Президентский имеется в виду. Есть мнение, что вот эти процессы эскалационные ускоряют все происходящее, и оно будет происходить таким вот галопирующим образом. Вы неоднократно давали свой прогноз и у меня на канале, и на каналах других, доступных широкому пользователю. Что думаете, вот после вот этой эскалации готовы подкорректировать сроки, когда это все закончится? Да нет, не готов. Я согласен с тем, что турбулентность будет нарастать, все будет развиваться еще быстрее, чем мы предполагали. Как мне сказали люди, чьей оценке я полностью и целиком доверяю, потому что она многожды подтверждалась, сентябрь был последним спокойным месяцем для нас. Они имеют в виду живущих в России. Дальше все будет гораздо хуже и, главное, гораздо быстрее. А мы вступаем в политический кризис, он будет длительным. Если России повезет, то в конце следующего года мы начнем из него выходить. Но он затянется на год. Если не повезет, то может быть в 24-м, а то и 20, продлится может до 24-го года. Ну, я надеюсь, до конца 23-го. И точнее в конце мы начнем выползать из него. Но за это время все изменится совершенно кардинально. И режим рухнет, и часть элиты исчезнет, возможно, и в физическом смысле, а не только там в социополитическом. И многое-много чего изменится. И я думаю, учитывая скорость и силу процессов, которые могут развернуться в России, а не сомневаюсь, что это будут очень масштабные острые процессы, конечно же, никакой России уже до Украины дела не будет. Угу. Но территории вернут. Давайте не будем сейчас, какую бы я формулировку ни употребил, да, она вызовет недовольство. Поэтому я бы сказал, что мы посмотрим.
История рассудит, Александр. Хорошо, да, но видите, задача у меня такая. Но, да, я вас прекрасно понимаю, вы журналист, но дело в том, что я не просто не журналист, я нахожусь еще в Москве. Если бы я находился где-то, я, может быть, говорил несколько иначе. Ну, еще раз, понимаете, если Россия не будет дела до Украины, то, ну, какие там территории? Да, Вы поймите, снявший прошу прощения, голову по волосам уже не плачет. Или сгорел сарай, гори и хата. Да, у нас так говорят. Сгорел сарай, гори и хата. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте лайк этому видео. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал Валерия Соловья. Он будет отмечен как пользователь YouTube. Можно перейти и посмотреть его общение со своей аудиторией, подписаться также. Я бы хотел закончить наш разговор, Валерий Дмитриевич, вот с такой, она вот кажется на первый взгляд такой объемной темой, но это действительно важно, потому что есть вот определенный, ну вот как бы месседж, да, что от многих, кстати, лидеров мнение, что россияне должны покаяться. Даже Байден вышел и сказал, что Путин и Россия, ну, скажем так, должны быть наказаны. И вот это вот словосочетание «Путин и Россия» вместе с определенной мыслью, да, вот такой стратегической мыслью покаяния в будущем наводит на достаточно фундаментальные какие-то модели, как все будет происходить дальше. То, что у нас называют после войны. Многие уже в Украине там: а когда там то, а когда вот это, а когда вот спланируем вот то или другое? Да после войны. Что вы насчет этого думаете? Насчет покаяния и ответственности народа за Путина? Да, Александр, мое мнение, я думаю, будет непопулярно у украинских зрителей, но это мое мнение. Я противник категории коллективной вины и коллективной ответственности. Я считаю, что у каждой ошибки, у каждого преступления есть конкретный виновник, конкретный инициатор. У этих людей есть фамилия, имя, отчество, и эти люди должны нести конкретную ответственность. Более того, я скажу, я абсолютно уверен, что они эту ответственность понесут. У меня нет никаких сомнений. Никаких. Все остальное, что дальше, да, это люди пусть сами для себя решают. Некоторые считают, что они несут ответственность. Я лично считаю, что я несу ответственность. Что я был недостаточно убедителен, чтобы объяснить моим соотечественникам и отчасти украинской аудитории, что нас ожидает и к чему движутся события. Я говорил, мне не верили. А раз за разом это все повторяется, понимаете? То есть происходит именно то, о чем я говорил, о чем я предупреждал. Но я считаю, что значит я не доработал. Но это моя личная ответственность, которую я возлагаю на себя. Интеллектуальная, если хотите. Возлагать ответственность на других я не имею права. И советую лучше этого не делать. Лучше этого не делать. Когда все это закончится, мы будем разбираться, действительно будем разбираться. Я не хочу предвосхищать этот процесс, потому что он может оказаться и, скорее всего, окажется очень бурным. Очень бурным. Но я прекрасно понимаю тех, кто требует коллективной ответственности, требует покаяния, но я могу сказать, что никакого покаяния не будет. Это совершенно точно. Не в чем каяться. Вы знаете, эта категория покаяния, она, я думаю, что и невнятна, и совершенно непонятна подавляющему большинству граждан России. Они действительно вас не поймут, Александр. Ну... И я не уверен, что им можно будет навязать вот эту вину. И я знаю, что это звучит для многих обидно, оскорбительно. Я описываю реальность такой, какая она есть. Да, вот... Я не думаю, что вот эту фундаментальную психологическую ментальную реальность удастся изменить. Вы знаете, это очень, очень интересная как бы тема. Я попрошу всех написать в комментарии, что вы думаете. Просто я неоднократно встречался и на своем канале тоже с многочисленными публикациями. Я из Самары, я из Москвы, мне стыдно, я каюсь, украинцы. Ну, то есть, напишите... Да, я знаю. Александр, ну, вы знаете, что статистически это незначительное меньшинство. Вы поэтому и запомнили, что эти люди написали, и вы прочитали. Да. Подавляющее большинство думает иначе. И пишут. Или вообще никак не думает, вот скажем так.
Валерий Дмитриевич, я благодарен вам за эту беседу. Спасибо вам большое за то, что вышли на связь. Спасибо. Всего наилучшего. Друзья, берегите себя, сейчас это самое главное. Спасибо за этот совместный просмотр. Напишите, что думаете, будьте моим подписчиком. Мы будем продолжать следить за ситуацией и очень хотим новых встреч. Главное, чтобы был свет, связь и все были здоровы. До скорого.